Итак, ребята, всем доброе утро. Я выхожу с машины. 18 киловатт. 18 киловатт. Дизайн похож на какого-то вздутого бегемота. Я пошел. Поставь нейтраль. Нейтраль поставь. Братцы, я приветствую всех и каждого. Это вторая часть тест-драйва Renault Zoe. Полностью электрического автомобиля, на котором я катался 2 дня в Германии. И надеюсь, больше кататься не буду. Но если вы не видели первую часть, обязательно посмотрите. Посмотрите на вот эту анимацию. Она слайд-шоу. Цифры, они непоследовательно, они прыгают, скачут. Вот это я полностью сейчас отпущу рекуперацию. Смотрите, как она тормозит. Она вообще не тормозит на рекуперации. И цифры 80, 83, 87. Смотрите, что это такое? Это просто какой-то, я не знаю, древний компьютер. При движении 122 км в час расход 24 киловатта. Вот смотрите, текущий расход. Сбавляем до 100 км в час. Едем со скоростью 100. Вот мы все, сбалансировали педаль. Вот 17. Мы держим скорость на 17 киловаттов в час. Катастрофа просто. Очень важный хит сезона, смотрите. Вот это на уровне мои глаза. Вот такой кусок я не вижу. Я его не вижу, потому что его дворники не обслуживают. Вот она идет полоса. И вот это я вижу все время. Вот это убожество, вот оно. Все время постоянный, вечный засвет вот этих вот жабер. И дворники, вот столько я не вижу. Вот она, линия, видите? Отсюда до сюда. Вот этот кусок стекла, забудьте про него. Парктроники на ходу срабатывают. Они срабатывают на ходу. Всякие вот такие какие-то сообщения непонятные выскакивают. Вот ты пытаешься листать, разобраться. Ничего невозможно в этой машине понять. Она нелогичная. Значит, на скорости 100-120 шум неимоверный в том плане, что как будто бы все ступичные подшипники вышли из строя. У тебя дикий гул в машине стоит. Он не громкий, но он настолько стабильный, что забивает слух в целом. Хотя вроде не громко. Просто стоит дикий какой-то гул. Мотором очень тяжело ехать. Максимальная скорость 140 км в час. По расходу, значит, ребята, смотрите, 19,7 это расход, я считаю, очень-очень большой. И еще одна статистика. Это я проехал 151 километр, средняя скорость 17 км в час. То есть это в основном был город и движение до 100 км в час. По городу 30-50. Вот при такой средней скорости. Климат-контроль работает с диким запозданием. Да какой климат-контроль? Это даже, ребята, кондиционер. То есть у нас здесь на борту комплектация бомж. Я так понимаю, здесь нет никаких цифрок. Все примерно по ощущениям ты должен выставить. Я так и не добился горячего воздуха из печки. 10 минут я ждал, и в итоге я мерз. Реально здесь холодно в этой машине, когда на улице плюс 5. Для города я, наверное, эту машину рекомендую начинающим. Как первая машина, как дамская машина, чтобы учиться бить ее, стукать. Это вообще без проблем. Но, по моему мнению, этот автомобиль, он ужасен, потому что банально ты когда даже останавливаешься, у тебя срабатывает авторучник, ты вышел, сделал свои дела, вернулся, сел в машину, включаешь передачу, и ты не можешь поехать, у тебя моторы борются с ручником.
и машину надо прям срывать с места. Это не всегда происходит, но чаще происходит. Она не может понять, что ты хочешь поехать, и у тебя жопа проседает, морда подпрыгивает, и ты в итоге лучше нажимать вот эту кнопку, опустить ручник вниз. В общем, обзорность неимоверно некомфортно. Особенно лобовое стекло, оно маленькое. Обшивка потолка, она сделана из такого материала технического. Она прям лысая. Она ужасная. У нее цвет просто жесть. Пластик весь кривой. Вот вы можете видеть, вот стойка. Она кривая. В общем, этому автомобилю, я считаю, цена максимум 20 тысяч евро. В максимальной самой, которой возможно, комплектации это 25. Я не знаю, сколько она стоит, но мне кажется, вот эта бомж-комплектация, она от 30 стартует. Автодальний работает хорошо. Удержание полосы присутствует. Я не понимаю, при каких условиях оно должно начинать работать. В общем, оно иногда работает, иногда не работает. Работает, не работает, не работает, работает. Парктроники, сенсоры. Самопроизвольное срабатывание на ровном месте. Не понимаю, что за крики, истерики, пищалки включаются периодически. А бывает... И всегда, когда я нажимаю газ, послушайте, что происходит. Вы сейчас поймете, о чем я. Готовы? Слушайте. Вы слышали, как пробуксовывает колесо? И это всегда, если вы немножко передавите педаль газа, у вас всегда пробуксовывают колеса. Неужели нельзя сделать стабилизацию, курсовую стабилизацию, контроль тяги, которая не будет допускать этого? Не будет. Это просто прошлый век, вот это проскальзывание. Зимой ты просто можешь потерять управление. Зачем? Ну и, конечно, ребята, в режиме спорт, Renault Zoe, автобан, нет ограничений. Это Германия. Посмотрим, насколько эта ракета может лететь. Делаем в пол, прошлифовали передние колеса. Мы делаем стремительный разгон. Цифры даже не успевает обрабатывать процессор, поэтому они непоследовательно отображаются. Мы видим 115, 118, 121. Ракета. Итак, мы сейчас будем преодолевать звуковой барьер, но нет, педаль нажата в полу и максимальная скорость 140 километров в час. Педаль в полу, вот смотрите, вот, она в полу, и мы не можем больше двигаться. Renault, спасибо, что подарил мне безопасность. Зачем гонять, когда можно ехать 140 и не париться? Машина-зверь. Просто я в восторге, ребята. Рекомендую. Ребята, для тех, кто не особо дружит с математикой, перевожу на самый доступный язык. Сегодня утром я сел, было 99%. На улице у нас плюс 13 градусов. И что мы имеем спустя ровно 10 часов езды? Город 80% немножко за город. Выезжал я на 99%, ребята. Сегодня плюс 13 градусов. Прошу этот момент запомнить, он важный. Что я вам хочу рассказать? Не надо выключать, смотрите, здесь самая правдивая информация сейчас будет. Это лето, плюс 13 градусов. Вы можете себе представить, что будет зимой? Сейчас, летом, садясь в нее, зарядив до 100%, она мне показывает 300 километров. И достигаются эти почти 300 километров, ведь по факту так оно и есть. Будет 270 километров пройденного пути, и батарея будет 0. Достигается это благодаря тому, что ограничена мощность, и вы более-менее нормально стартуете, если это со спортом не связывать, да, вы нормально, быстро, активно стартуете, но как только скорость достигает 80-100 км в час, она становится очень медленной, это видно по мгновенному расходу, потому что при разгоне без сопротивления ветра, практически там, да, или даже педаль в пол, до 80 киловатт мгновенный расход. Но когда я уже еду 100 км в час, я упираюсь ровно в 30 киловатт-часов расхода. Больше она мне не дает. Также ограничена максимальная скорость 140 км в час, что дает нам прогнозируемый запас хода в 300 километров более-менее реальным летом.
Зимой эта цифра будет порядка 150 километров. Здесь нету теплообменников умных, системы распределения тепла, чтобы тепло не терялось. У вас будет подогреваться батарея, у вас будет греться салон. И то тепло, которое вы получаете вовнутрь салона, оно будет просто исчезать. Оно не идет в батарею. Здесь нету этого цикла. Поэтому расход у нее 20 киловатт летом. Соответственно, зимой это будет все 25-27. По управлению я хочу сказать, по кочкам, по ямам мне понравилось на ней ездить. Ей на все пофиг, она едет и нормально, не прыгает. Но не дай бог вам на этой машине поехать в затяжной плавный поворот со скоростью больше 130 км в час. Дикие крены у нее, и она постоянно хочет уйти в занос, она, знаете, как тяжелая корова. Я не говорю, что эта машина плохая, ни в коем случае. Просто лично я считаю, если ты стоишь близко со своей ценой и делаешь электромобиль, стоит он порядка 30 тысяч евро в этой бомж-комплектации. А если сделать нормальную комплектацию, чтобы сзади были электростеклоподъемники, чтобы у тебя был не кондиционер, а климат-контроль, я думаю, мы подойдем уже к цифре 40. Окей, не будем к ней подходить, оставим ее 30. Нормальная электромашина на сегодняшний день, самая дешевая тройка, с запасом хода стандартным, она стоит в пределах 40 тысяч без процентов. Здесь же Renault нам предлагает свои проценты. И получается, Tesla лучше этой машины в десятки раз. По моему мнению, эта машина хотя бы должна стоить как минимум в 2 раза меньше. В 2 раза меньше. Она тупее в 10 раз, может быть даже в 20. У нее нету практически ничего, а стоит она всего лишь на 10 тысяч дешевле. Я не понимаю, как это работает. Плюс еще обслуживание и прочее. По пробегу там надо ездить. Лучше, я считаю, добавить 10 тысяч, взять беспроцентную рассрочку на 5 лет себе и ездить на нормальной машине. И самое страшное то, что сейчас время 14:44, а мой напарник начинает работать в 16:00. Если бы эта машина принимала это Combo 2, CCS или как она там называется, если бы она принимала хотя бы 50 киловатт, наверное, не проблема за час ее зарядить. Батарейка тут небольшая. Но тут, увы, только 11 киловатт, ребята. Вы ограничены, поэтому не ошибитесь, не покупайте эту машину. Лучше походить годик пешком, накопить и взять что-то нормальное, приличное. Всем пока.